Вот Израиль может остановить войну на 42 дня для обмена заложниками. Это расценивать как перемирие или как первый шаг к прекращению огня? И вот если раньше Нетаньяху говорил о своих планах по поводу там Рафаха, какую они операцию, как они спецоперацию вот эту вот будут продолжать, то сейчас опять речь идет о заложниках. Вот в чем причина? Причина прекращения огня именно потому, что впервые с декабря сложились условия для того, чтобы было заключено соглашение о прекращении огня, и это даст возможность освободить заложников, которые находятся в плену Хамаса. В плену Хамаса сейчас находится, по израильским оценкам, 124 заложника. Не менее 43 из них мертвы, но, скорее всего, на самом деле мертвы из них больше половины. Сколько именно живы, сколько мертвы, Израиль не знает, потому что Хамас целенаправленно скрывает эту информацию. И получается, что время идет, и постепенно людей в живых остается меньше. Израиль пытается все-таки предпринять усилия и заключить вторую сделку. Первая была заключена в конце ноября, и удалось освободить более 100 человек. И вот в последние дни звучат предложения. Сначала озвучил президент США Джо Байден, но также и в Израиле подтверждают то, что есть такая договоренность. Эта сделка на самом деле означает тяжелую цену для Израиля. И если вы помните, там, в 70-е годы, например, говорилось, что Израиль не ведет переговоры с террористами. В современных сложных реалиях это не совсем так. Да, Израиль напрямую не ведет переговоров с террористами, но вот получается, с начала декабря при участии посредников США, Египта и Катара велись переговоры с Хамасом по поводу освобождения оставшихся заложников. И Джо Байден озвучил такой план, что на протяжении 3 этапов будет постепенно будет производиться обмен, то есть заложники в плену Хамаса, живые и мертвые, будут передаваться израильтянам в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, осужденных за террористическую деятельность. И в Израиле, конечно же, очень тяжело воспринимают эту сделку, но тут такая очень сложная дилемма получается, что вот есть люди, которых в живых становится все меньше на одной чаше весов, на другой чаше весов террористы, отпустив которых мы, возможно, планируем какие-то новые атаки, даем возможность им в будущем совершить какие-то новые атаки. Например, глава Хамаса в Газе Яхья Синуар был освобожден по такой сделке шалита так называемой, когда одного израильского военнослужащего, который 5 лет был в плену в Газе, обменяли на 1027 палестинских заключенных, и вот Синуар был в этом списке. И вот, пожалуйста, прямой результат подобного обмена. Вот мы видим, что это один из наиболее злейших врагов Израиля в этой войне, собственно, на который и спланировал эту атаку, с которой началась война 7 октября. И поэтому здесь очень сложные дилеммы, и в Израиле очень много критики в адрес тех, кто ведет переговоры, в адрес правительства. И внутри правительства тоже есть много разногласий. Некоторые члены правительства угрожают развалить коалицию, если будет заключена подобная сделка. Речь идет о том, эти условия созревали на протяжении продолжительного времени. Мы, как правило, к сожалению, полагаемся на сливы с разных сторон, со стороны египтян, Катара, со стороны Израиля и Хамаса. То есть каждая из сторон периодически сливала информацию журналистам в разным СМИ. И вот у нас есть некоторая картина динамики, как развивались эти переговоры. Переговоры эти с самого начала шли очень тяжело, по той простой причине, что у Хамаса были завышенные требования, и Хамас требовал полностью прекратить войну в Газе в обмен на заложников. Но, собственно, он начал эту войну, взяв этих заложников именно для того, чтобы можно было торговаться и таким образом прекратить эту войну. По всей видимости, в Хамасе не ожидали, что война продлится так долго, вот уже почти 8 месяцев, 7 октября. Война все еще продолжается. Сейчас операция проходит на юге сектора Газа, в районе города Рафах, или Рафех, как говорят в Израиле. Граница с сектором Газа, между Египтом и сектором Газа
она отсечена израильскими военными. Там обнаружены туннели, подземные туннели, по которым поступала контрабанда оружия на территорию сектора. И сейчас израильские военные работают над ликвидацией этих туннелей. И получается, что это был последний оплот Рафех, последний оплот Хамаса. И вот там последний месяц почти идет операция, после того, как основная масса населения оттуда была эвакуирована. В последние несколько дней на фоне публикации о сделке кажется, что интенсивность боев несколько снизилась. И, по всей видимости, действительно речь идет о том, что будет провозглашено то, что будет заключена эта сделка, и то, что она будет реализована. Сегодня утром ливанское СМИ, ливанское издание «Аль-Ахбар», которое связано с группировкой Хизбалла, сообщило со ссылкой на египтян, что действительно Израиль, по всей видимости, согласится на эту сделку, но при условии, что будет четко прописан график освобождения заложников. В первую очередь будут освобождены люди так называемой гуманитарной группы, то есть это в первую очередь гражданские, женщины, пожилые люди, также раненые или хронически больные, и дети. И вот они должны быть освобождены на первом этапе сделки, который длится 42 дня. В эти 42 дня будет действовать прекращение огня, не будет никаких боевых действий ни со стороны Хамаса, ни со стороны Израиля. Полностью детали этой сделки еще не обнародованы, то есть нам приходится полагаться на такие относительно непроверенные источники. То есть речь идет о сливах информации, мы не знаем, насколько это достоверно. Возможно, у этой сделки есть какие-то еще дополнительные пункты, которые не обнародованы, может быть, они будут обнародованы позже. Пока еще в Израиле официального такого заявления не было по поводу того, что будет заключено подобное соглашение. Но вполне возможно, что это произойдет, потому что в данный момент, с одной стороны, армия заканчивает свое дело в секторе Газа, смогли отгородить, получается, Египет от палестинских городов, и там будет делаться все для предотвращения контрабанды, чтобы заложников нельзя было увезти в Египет, и чтобы оружие не поступало в Хамасу. Непонятен пока статус Хамаса после реализации этой сделки. По словам Байдена, после того, как будет реализовано это соглашение, прекратится полностью война. Но в то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что цели войны будут выполнены, то есть война на данном этапе не прекратится, пока Хамас полностью не будет разоружен, не будет, вернее, лишен своего военного потенциала. Он действительно в значительной степени подорван, но если Хамас останется у рычагов власти в секторе Газа, он сможет восстановить свой потенциал. Ну, возможно, это займет чуть больше времени, чем раньше, но тем не менее он сможет это сделать. И поэтому Израиль настаивал на том, чтобы Хамас ни в коем случае не оставался у власти в секторе. Пока непонятен этот вопрос, как он будет урегулирован, будет реализована сделка, не будет, будет она реализована частично или нет. Ливанское издание «Аль-Ахбар» считает, что пишет со ссылкой на египтян, что, возможно, Израиль не станет соблюдать эту сделку до конца, именно по той простой причине, что она подрывает всю суть. Получается, что Израиль не сможет полностью добиться поставленных целей в этой войне, и поэтому соглашение может быть сорвано. И, опять же, приходится полагаться на самые разные источники, и пока в Израиле официально не объявили о том, что эта сделка заключена, что она будет реализована, мы можем только предполагать, только гадать.